У меня не получается собрать свое представление о мире. Не понимаю, что я упускаю. У меня не складывается это понимание через пространство, время, энергию, информацию. Иван, видимо, решил поделиться, потому что он вопроса не задал никакого. Вообще, это неправильно играть в игру, да? Типа, давай я за тебя догадаюсь, что ты хотел у меня спросить. Ну, давай я все-таки, как бы, коли ты написал, попробую догадаться. Значит, видимо, ты хотел спросить, а что можно упускать, почему может не складываться? Оно не должно складываться. Понимаешь, вот ни с того ни с сего оно не должно складываться. Я еще раз 10 лет этим занимаюсь, вот только что рассказал, да? И я никого особо и не видел, чтобы у него сложилось. Есть люди, у которых это ловится, и они как бы применяют системное мышление, вот системный подход в смысле пространства, время, энергия, информация. Они его применяют отдельно так вот. В этом месте, там, в этом, но не в целом. Обычно в целом, ну, не то, что обычно. В целом никого не вижу, кто бы применял. Я применяю только за счет того, что я занят этим с утра до ночи на протяжении лет. Прям, ну, реально, идут годы, и я как бы постоянно практикуюсь в этом. Как это ты ожидаешь, что у тебя должно сложиться от прослушивания чего-то, я ума не приложу. С моей точки зрения, это невозможно. Это невозможно. То есть я сделал это делом своей жизни. Но у меня в итоге сложилось. Ну ты же не сделал. Ты же наверняка занимаешься чем-то другим. Ну только как ты хочешь, чтобы ты примерно так же, как и у меня, у тебя это было только так это, ну, походя, да? То есть мне для этого приходится вкладывать все свое время, а ты большую часть своего времени тратишь на что-то другое, а тут ты заглянул, да, послушал несколько видео или тренингов, и у тебя сложилось. Так не произойдет, к сожалению, Иван. Это не та штука. Это не та штука. То есть можно, не знаю, там, ну, можно без каких-либо особых усилий, там, скажем так, на ходу научиться ездить на самокате. Ну, водить самолет нереально. Нереально. То, что как бы должно сложиться, чтобы ты использовал, жонглировал пространством, временем, энергией, информацией, это сложнее, чем водить самолет. Я вожу самолет, поэтому я тебе совершенно точно могу сказать, что проще. Это сложнее. Это сложнее. Системное вот это вот видение сложнее. Поэтому что ты упускаешь? Я думаю, ты упускаешь целостность. Потому что ключом, ключом к овладению пространством, временем, энергией, информацией является как бы дотянуться до целостности. И если ты ощутил целостность, если ты сумел это сделать, то тогда ты можешь ощущать любую ее часть. Если ты, понимаешь, если ты как бы осмыслил, поймал как бы вот своим умом, ощутил ощущениями целостность, то ты можешь то же самое сделать с любой частью. Но если ты это не сделал, то как тогда? Ты можешь только кусочки пытаться складывать. Ну, собственно, этим в основном все и занимаются. Ну, поэтому рецепт тут какой? Ну, если тебе нужно это, да, то есть если ты, например, не готов просто купить телевизор, щелкать пультом и смотреть. А если ты хочешь знать, как устроен телевизор, ну, придется тогда посвятить свою жизнь, изучая как бы законы, по которым собираются телевизоры. Понимаешь? Невозможно, например, быть доктором и еще хорошо знать, как устроены телевизоры. Это разные навыки. Ну и плюс есть тот самый трюк, о котором я уже неоднократно говорил. Понимаешь, для того, чтобы выстроить целостную картину мира и овладеть инструментом пространства, время, энергия, информация, надо все время играть в игру, что, ну, что как бы ты не логикой отвечаешь, да, а системностью. То есть ты отвечаешь не так, как тебе удобно, не своей картиной мира. Вот я только что рассказывал пример, да, женщина подавила эмоции, и ей удобно в своей картине мира любовь поставить ниже денег. Понимаешь, вот люди же так отвечают на вопросы. Ну вот мужчина, например, не знаю, там вот у него есть жена, да, но отношений реальных между ними нет. А он воспринимает это, что это так нормально, так и есть, да. И когда он начинает рассуждать о чем-то, но он же опирается на свой опыт. А на что ему еще опираться? А что там, какие-то сказки, как в книжках написано, что ли?
Не, он опирается на реальную жизнь. У него вот так. Понятно, что у его друганов тоже так же. Иначе бы они не были друганами. Ну, вот это его опора, да? То есть это то, как он чувствует жизнь. Из этой логики он будет делать все, оценивать других людей, рассказывать что-то. Если ты ему задашь вопрос: здравствуйте, расскажите мне, пожалуйста, о семье. Он скажет: здравствуйте, ну, у меня вот, да, вот, а вот мы иногда там это ругаемся, иногда деремся. Потом я прошу прощения. Ну, вот, как бы, например, у него устроено так. Самое сложное, ты понимаешь, отвечать не своим опытом, а отвечать тем, как имела в виду матушка природа. Вот это реально сложно. Потому что твой опыт-то что, он ни о чем, как бы, ну, я не имею в виду именно твой, любой, мой тоже ни о чем. Ну, при чем тут опыт? Опыт это как бы то, что пережито одним телом, одним разумом. Это не важно вообще, из этого вообще невозможно отвечать на вопрос по-нормальному. Отвечать надо опытом Вселенной. Опытом Вселенной. И это сложное действие, понимаешь? Отодвинуть свой опыт, вместо него поставить опыт Вселенной и отвечать из него. Вот я думаю, это тоже ты упускаешь. Короче, мое предложение к тебе, Иван. Картину мира просто брать в готовом виде, например, из нашего проекта. Если не подходит из нашего проекта, найди, из какого тебе откликается, и бери из него. И это разные вещи, понимаешь? Взять готовый телевизор и им пользоваться – это легко. И взять готовую картину мира и ей пользоваться – это тоже легко. А вот освоить вот это вот понимание через пространство, время, энергию, информацию, да, вот это нелегко. Это навык строить картину мира. Не пользоваться картиной мира, а строить картину мира. Это разные навыки. Купить дом и построить дом. Поэтому, если ты не готов посвятить этому жизнь, то предложение только одно. Пользуйся готовым продуктом.